необычная клиентка с одной короткой рукой, а с другой длинной. И да, первая рука была действительно короткая на фоне второй. И сегодня я выполню очень легкую, простую и быструю коррекцию на такие ногти. До работа не моя, и сейчас я внесу некоторые коррективы в форму ногтей и выполню очень простую коррекцию. На простой руке, на однотонной, у нас будет просто снятие немного длины, снятие самого материала и укрепление твердым гелем. То есть здесь вроде бы ничего необычного. Подпилим немножечко изнутри, чуток поднимем. Для этого я использую твердосплавную фрезу с таким очень необычным цветом. И дальше я с помощью пилочки буду подпиливать. Логичный вопрос, который здесь рождается: Алена, где твои любимые пилки? А дело в том, что когда речь заходит о длинных смоделированных ногтях, вот не как на этой руке, а как на той, я просто вынуждена брать другую пилку, чтобы была более толстая пенка. В общем, мои любимые пилки от Ниппонов не самые универсальные, как в принципе и все на этой планете, и здесь я брала другую. Но уже где-то в середине маникюра я на самом деле начала плеваться, потому что у меня пилочка стерлась. Проблема вот этих пилок, которые на толстой пенке одноразовых, больших, взрослых, так сказать, заключается в том, что их абразив все время стирается. Мне это жутко не нравится, но мне не хватало амортизации в предыдущей версии пилок, которые я люблю. Короче, поэтому я взяла не ту, другую. В общем, долго мы про пилки, а все потому, что здесь очень много будет верхнего опила. С помощью фрезы я сняла топ и небольшое количество объема, а дальше весь опил действительно придется делать вручную, потому что по большому счету я должна демоделировать эти ногти с помощью пилки, так как, на мой взгляд, до этого на них был лишний объем. Поэтому убираем все, что не нужно, и как раз определяем зону дальнейших действий, а именно то место, где нам нужно восстановить апекс, то есть наивысшую точку. Туда мы будем докладывать материал твердый, но об этом чуть позже. А пока давайте выполним маникюр. И сегодня я не снимала на макро, потому что у меня ногти туда не помещались, представляете? То есть мне просто там было настолько не с руки засовывать туда палец, там же очень маленькое расстояние до макро-линзы, и я просто не могла никак разместиться таким образом, чтобы было в макро видно. Но на дизайне там чуть-чуть у меня получилось поснимать, поэтому наберитесь терпения. И вообще видео сегодня длинное, аж на 10 минут. А обработку кутикулы я начала с пушера, присыпки для того, чтобы убрать лишнюю влагу и жир, и фрезы с красной насечкой. Взяла красное пламя с тупым кончиком. А изнутри я подпилила все фрезой малышкой. Эта фреза твердосплавная, то есть такая же, как фреза для снятия, только очень-очень маленькая. И ей удобно вот так изнутри вычищать либо натуральный ноготь, либо ненужные объемы. Мы здесь чуть-чуть поднимали. И, кстати, можно доработать отслоечки, как, например, здесь. А тут мне пришлось лезть фрезой елкой, то есть я ее поменяла, потому что больше ничего туда не влезало. И знаете, какая мысль меня посетила? Я подумала, как классно было бы, если бы была какая-нибудь очень длинная прямая фреза. Но потом подумала, что, скорее всего, ее будет сложно отцентровать, так, чтобы она не разбалтывала ручку аппарата. Но, знаете, помечтать вообще не вредно, иногда можно. После того, как мы подняли кутикулу, я делаю срез с помощью ножничек с загнутым кончиком и немножко заговариваюсь, но я думаю, что это по традиции. Дальше выполняем шлифовку, и, кстати, моя клиентка говорила мне, что ее очень часто отчитывали мастера за какую-то неимоверно сложную кутикулу. Я же, наоборот, заметила, что она так классно шлифуется, и вообще мне было очень комфортно с этой девушкой работать, несмотря на то, что ногти такие длинные. А она, кстати говоря, страдает постоянно от того, что люди склонны ее осуждать или обсуждать за ее длину ногтей. Хотя, казалось бы, кому какая разница, какие у человека ногти. Нравится ей так ходить, она с ними отлично справляется. И со всеми бытовыми вопросами она тоже справляется. Она например, прекрасно знает, как открыть дверь машины, пристегнуться и отстегнуться ремнем безопасности и нажать кнопку смыва унитаза. У нее с этим полный порядок. А я уже нанесла базу подложку, и переходим к самому дизайну и укреплению.
Тут у нас специальные необычные блесточки, которые я совсем недавно заказала на Wildberries. Они выглядят как такие пайеточки, и я взяла их 3 видов помола. И дело в том, что эти блестки такие какие-то супер светоотражающие, меняющие оттенок. Я буду их использовать в замес с твердым гелем. Можно замешать с базой, но нам нужен именно твердый гель, потому что мы будем достраивать архитектуру. А ногти у нас моделированные, значит, ничего мягкого там быть не должно, все должно быть твердое, чтобы точно держалось. В общем, в каплю геля я добавляю эти блесточки, и по необходимости можно добавить гель еще. В общем-то, я так и поступила, потому что получилось слишком концентрированно. А мне все-таки нужно, чтобы была какая-то прозрачная часть и часть с блесточками. Я тут, по-моему, смешала 2 каких-то геля, только, бога ради, не спрашивайте, какие, потому что я уже забыла, что я там мешала. Я была в состоянии аффекта от такой длины ногтей и ни о чем думать на самом деле не могла. Тут я все-таки нашла в себе силы переключиться на макрокамеру, но, как видите, даже весь ноготь туда не помещается. То есть половина длины остается у нас за кадром. И мне приходилось каждый раз ноготь отодвигать, чтобы хоть что-то смочь там сделать кисточкой. Ну, в общем, технически было практически невозможно работать именно в макрорежиме. Я сделала этими блестками растяжку, и также в этом же моменте я выполнила укрепление твердым гелем. Для растяжки я выбрала кисточку для градиента. Можно растягивать и тонкой кистью, и плоской, но мне сподручнее и привычнее делать это именно кистью для градиента. В зоне возле кутикулы я, как всегда, помогаю себе тонкой кисточкой и напоминаю, что у нас здесь заложена архитектура. Я выкладывала все очень точно и ровно, поэтому пилить мне не пришлось ничего. Я только слегка доровняла топом. Но, кстати говоря, во время опила именно самих ногтей я немножко снесла усы. Вот сейчас очень хорошо видно это на среднем пальчике, поэтому дальше меня ждет восстановление этих самых усиков, чтобы было красиво, потому что я не люблю короткие усы, я не люблю, когда усы не доведены до конца. В общем, мой внутренний перфекционист, он от этого страдает. Я поняла, что мне нет нужного цвета гель-краски, и, в общем, в итоге стала смешивать все, что у меня было. И так как я не совсем знала, какие у меня краски есть, а так действительно бывает, я случайно схватила одну серебряную. Конечно, мы не планировали ее использовать. В общем, тут я намешиваю фуксию и темно-синий, по-моему, с черным, чтобы у нас получился такой, приятный фиолетовый оттенок, который будет подходить под линию улыбки. В общем, я ее прорисую очень-очень осторожно, тонкой кистью, и дальше мне нужно будет ее стушевать плоской кистью. Здесь уже кисточка для градиента не подходит, потому что немножко другой вид растяжки, а вот плоская как раз-таки по липкости хорошо очень растирает. И в итоге, после всего, что мы сделали, мы получаем очень законченный красивый вид. Старый дизайн заиграл новыми красками, ложе, я считаю, в нормальном месте находится, то есть ни много, ни мало. Поэтому просто перекроем эти ногти топом. А на второй руке мы будем выполнять укрепление твердым материалом, несмотря на то, что он находится в такой же бутылочке, как и база. Это так называемый жидкий акригель или ликвид-гель, в общем, что-то такое тверденькое. Это у меня Black прислал новую посылочку, прямо с самыми новыми новинками. И я не удержалась и сразу же обкатала. И обратите внимание, у меня и кисточка, и сам цвет ногтя абсолютно в одних оттенках, то есть какой-то такой было лиловое настроение. В общем, тут мы дальше перекрываем все топом, и нужно будет только немножечко подпилить торец. Но, знаете, не без этого. Все-таки не могу я торцы оставлять неопиленными. Душа требует, и остановиться невозможно. Один раз попилишь торец, и все, потом начинаешь пилить его всегда. Напишите в комментариях, у кого также. После опила пилкой, конечно, делаем его еще изящнее с помощью фрезы. Для этого подойдет форма фрезы елочка, либо можно сработать иголкой, кому чем удобнее. У меня уже была открыта такая фреза на начальном этапе опила, поэтому я дорабатываю ей. А вот так выглядят ногти уже под топом. И тут я изо всех сил пыталась поймать вот этот вот блеск, у меня совсем ничего не получалось. И только потом я узнала, что нужно было вообще свет выключить, а я занижала экспозицию. Но даже в заниженной экспозиции на самом деле они выглядят очень-очень красиво. Я считаю, что результат получился классный. Напишите, пожалуйста, в комментариях,
Как вам такое преображение ногтей, если вообще можно назвать его преображением, потому что по большому счету очень-очень мало что поменялось, но зато архитектура восстановленной с ногтями можно ходить еще и еще. И, кстати говоря, моя клиентка сказала, что ногти она никогда не ломает, потому что точно знает и умеет их носить. Все на самом деле зависит от головы, как бы это странно не звучало. То есть если ты воспринимаешь свои длинные ногти как продолжение пальцев и живешь с учетом наличия этих самых длинных пальцев, то все будет у тебя хорошо. Будешь думать, куда их засовываешь и как их эксплуатируешь. Тогда можно носить такую классную большую длину. Ну а вторая рука у нее просто удобная. Как говорится, одна длинная красивая, вторая просто удобная. Нормальное явление в наше время. На этом у меня все.